I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Подросток, убивший 6-летнюю девочку, получил легкое наказание, но вскоре снова оказался за решеткой. В 1999 году американскую нацию потрясла новость. 12-летний Лайонел Тейт убил 6-летнюю девочку Тиффани Юник. Возможно, не менее шокирующим, чем само преступление, оказался приговор. Признанный виновным в убийстве первой степени подросток был осужден на пожизненное заключение. Суд над Лайонелом, трансляция которого проходила по национальному телевидению, поднял перед обществом серьезные вопросы о том, как американские власти преследуют детей. Штат Флорида, где разыгралась трагедия, судил 12-летнего ребенка как взрослого и наказал его суровым приговором. В марте 2001 года 14-летний на тот момент Лайонел стал самым молодым человеком, когда-либо приговоренным к пожизненному заключению без права досрочного освобождения в США. Даже по прошествии времени люди задавались вопросами, восторжествовала ли справедливость и не следует ли проявить к Лайонелу милосердие. Прокурор, выигравший дело, и даже скорбящая мать убитой девочки изменили свое мнение и сочли, что наказание было слишком суровым для ребенка. Лайонел Тейт. Лайонел Александр Тейт родился 30 января 1988 года в округе Бровард, штат Флорида. У мальчика были проблемы и до того, как он совершил преступление. Несмотря на то, что его характеризовали как умного, обладающего смекалкой ребенка со средним уровнем IQ, Лайонел демонстрировал склонность к насилию. Его отстраняли от занятий в школе 15 раз. У него были выявлены поведенческие проблемы, включающие ложь, воровство и драки. Мать Тиффани, Дьюис Юник Пол, познакомилась с матерью Лайонела, Кэтлин Гроссет Тейт, после того, как переехала в округ Бровард. Две разведенные женщины стали подругами и помогали друг другу заботиться о детях. Дьюис до происшествия не замечала в Лайонеле и его поведении ничего необычного. Она отмечала только то, что 12-летний мальчик был слишком крупным для своего возраста. Его рост составлял почти 180 сантиметров, а вес 75 килограммов. По ее словам, сын подруги не казался ей склонным к ссорам или агрессивным. Он хорошо общался с Тиффани, которая весила в несколько раз меньше и была ниже ростом Лайонела почти в 3 раза. 29 июля 1999 года Дьюис попросила Кэтлин присмотреть за ее дочерью. Кэтлин согласилась. Она была военнослужащей, и ей предстояло выйти в ночную смену. Женщина накормила детей и пошла наверх, чтобы вздремнуть перед работой. Лайонел и Тиффани играли внизу. Около 22 часов Кэтлин услышала шум на первом этаже, но не стала спускаться, а просто крикнула детям, чтобы они успокоились. Примерно через 40 минут Лайонел поднялся к своей матери и сказал ей, что маленькая Тиффани не дышит. Мальчик рассказал матери, что схватил девочку за голову, когда она ударилась о край стола. Затем, по его словам, она стала кататься по полу, плакать и вести себя, как совсем маленький ребенок. Он решил не обращать внимания на нее и вернулся к просмотру телевизора. Когда Лайонел наконец решил подойти к матери, чтобы сообщить, что девочка не дышит, ее тело уже остыло. После чего Кэтлин позвонила своей подруге и сказала, что девочка не дышит. Кажется, я уронила телефон и начала кричать. «Мой ребенок умер», – вспоминала Дьюис. Но только через 2 дня, когда отчет о вскрытии был отправлен в офис шерифа округа Бровард, Лайонел стал подозреваемым. Мать Лайонела утверждала, что ее сын просто играл с Тиффани и что ее смерть стала результатом трагического несчастного случая. Первоначально, на первом допросе, Лайонел заявил, что он всего лишь обнял Тиффани, после чего он признался, что пытался бросить ее на диван, но промахнулся и вместо этого швырнул девочку на перила лестницы. Под давлением он все больше начал откровенничать. В конце концов, он сообщил, что играл с девочкой, имитируя борцовские приемы. Вскрытие. Судмедэкспертиза показала, что у Тиффани
был размозжен череп и сломаны ребра. Было установлено, что в какой-то момент из-за невероятно тяжелых травм, нанесенных ей, изо рта, носа, ушей и глаз девочки лилась кровь. Патологоанатом насчитал более 30 внутренних ушибов. Все тело было покрыто синяками. Селезенка была разорвана, а часть печени отслоилась. Эксперты охарактеризовали травмы как похожие на те, которые она получила бы, упав с высоты трехэтажного дома. В качестве причины смерти коронер указал травму тупым предметом. Лайонела Тейта судили как взрослого в соответствии с законом Флориды. Обвинение не считало, что в убийстве Тиффани был умысел или преднамеренность, но дело все же подпадало под категорию тяжкого преступления, поскольку оно было результатом жестокого обращения с ребенком при отягчающих обстоятельствах. Адвокат защиты Джим Льюис никогда не утверждал, что Лайонел не убивал Тиффани. Защита была основана на любви мальчика к профессиональному рестлингу, который демонстрирует акты крайнего насилия. По сути, Льюис заявил, что в убийстве Тиффани нет вины Лайонела, виновата Всемирная Федерация Борьбы. Лайонела же следует пожалеть, а не наказывать. Адвокат и мать подсудимого настолько были уверены в выбранной стратегии защиты, что отклонили соглашение о признании вины, сделанное прокурором. Согласно этому соглашению, Лайонел был бы заключен под стражу всего на 3 года, и после этого еще 10 лет находился бы на испытательном сроке. Льюис и Кэтлин Гроссет Тейт действительно считали, что с Лайонела, с его историей издевательств над другими детьми и проблемным поведением будет снята всякая вина. Присяжным потребовалось 2 недели на обсуждение, чтобы вынести вердикт «виновен» в тяжком убийстве первой степени. За это преступление предусмотрено обязательное наказание в виде пожизненного лишения свободы, без права на условно-досрочное освобождение. Доказательства вины Лайонела Тейта ясны, очевидны и неоспоримы, заявил судья Джоэл Лазарус в зале суда Форт Лодердейла. Действия Тейта не были игровыми действиями ребенка. Его действия были холодными, бессердечными и неописуемо жестокими. По щекам Лайонела катились слезы, когда на него надели наручники и вывели из зала суда после вынесения приговора. Мать Лайонела, Кэтлин, после окончания процесса заявила: «Как сказать ребенку, за игры тебя отправят в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Я хочу, чтобы мой сын пошел домой. Его не должно быть в тюрьме». После осуждения Лайонела многие люди выступали за то, чтобы система проявила снисхождение к подростку. Второй шанс. В 2003 году апелляционный суд отменил приговор Лайонелу на том основании, что до процесса не было проведено слушание по вопросу о его умственной дееспособности. Мать жертвы добивалась от Лайонела публичного признания ответственности, но подросток хранил молчание. «Это была не детская игра, это было жестокое убийство», сказала Дьюис Юник Пол. Тейт признал себя виновным в убийстве второй степени, и штат решил не проводить новый процесс. Вместо этого ему предложили сделку, от которой он отказался 3 года назад. Лайонелу засчитали 3 года отбытия в колонии для несовершеннолетних, за которыми должен был последовать год домашнего ареста, 10 лет испытательного срока, 1000 часов общественных работ и обязательное психологическое консультирование. Молодой человек должен попытаться получить диплом средней школы. Судья Джоэл Лазарус произнес: «Я уверен, ты чувствуешь, что с твоих плеч свалился огромный груз. Теперь на тебя возложена новая тяжесть. Ты будешь находиться под пристальным вниманием в течение 11 лет». Он предупредил молодого человека, что если какое-либо из условий будет нарушено, Лайонел может снова оказаться в тюрьме и получить пожизненное заключение. В январе 2004 года Лайонел Тейт вышел из тюрьмы свободным человеком, пусть и с устройством слежения, прикрепленным к его лодыжке. Адвокат Ричард Розенбаум сказал, что его клиент хотел поговорить с матерью Тиффани наедине. На вопрос, согласится ли она на такую встречу, Дьюис Юник Пол ответила: «Мне нужно немного времени, прежде чем я смогу понять, хочу ли я этим заниматься». Она выразила разочарование, что в суде молодой человек не дал никаких публичных комментариев. «Все, чего я хотела, это чтобы Лайонел вышел вперед и сказал: «Мне очень жаль, что я убил вашу дочь». Просто что-то в этом роде», — сказала женщина. На просьбу прокомментировать решение Тейта принять сделку и не идти в суд, Дьюис сказала: «Это говорит мне о том, что он, вероятно, не сожалеет. Он просто счастлив, что вышел на свободу, и на этом все закончилось». Позже адвокаты Лайонела заявили журналистам, что молодой человек извинился перед матерью своей жертвы в частной беседе
Однако сама Дьюис это опровергла. «У нас никогда не было такого разговора». Майкл Херси, адвокат, настаивал, что парень извинился перед матерью Тиффани. На просьбу журналистов рассказать об этом подробнее, он ответил, что это был частный разговор. Новые проблемы. Лайонел не воспользовался предоставленным ему вторым шансом. В сентябре 2004 года полиция обнаружила его возле своего дома с 10-сантиметровым ножом. Судья продлил ему испытательный срок и предупредил, что еще одно нарушение условно-досрочного освобождения будет означать, что он вернется в тюрьму. Вскоре у парня вновь возникли проблемы с законом. 23 мая 2005 года ему было предъявлено обвинение в вооруженном ограблении, вооруженной краже с нанесением побоев и нарушений условий условно-досрочного освобождения. Уолтер Эрнест Галлардо, курьер сети пиццерий, спешил доставить заказ. Он постучал в квартиру, находящуюся на втором этаже, но никто не отозвался. Доставщик подождал немного, а затем развернулся, чтобы уйти. Пока он спускался по лестнице, он услышал окрик «Эй!». Вернувшись к квартире, Галлардо заметил, что дверь приоткрыта. Он вошел, и его встретил чернокожий мужчина с темной банданой, закрывающей нижнюю часть лица. Незнакомец направил на него пистолет. Уронив коробки с пиццей, доставщик выбежал из квартиры и вернулся в пиццерию. Оттуда он позвонил в 911. Тем же вечером курьер опознал Лайонела как человека, который угрожал ему пистолетом. На допросе Лайонел признался, что он заказал пиццу по телефону. Когда полиция обыскала квартиру, в которой произошло нападение, они обнаружили темно-бордовые шорты. По словам Галлардо, именно они были на нападавшем. После проведения криминалистической экспертизы было доказано, что на шортах следы ДНК Лайонела. Перед процессом молодой человек заявил судье, что слышал голоса и хотел покончить с собой. Была назначена психиатрическая экспертиза. В конце концов, его признали дееспособным, и он смог предстать перед судом. В мае 2006 года Лайонел признал себя виновным в хранении оружия, что нарушало условия условно-досрочного освобождения. Его приговорили к 30 годам лишения свободы. Судья был мрачен, когда произнес: «Проще говоря, Лайонел Тейт, вы упустили свой второй шанс». В феврале 2008 года парень был приговорен к 10 годам лишения свободы за грабеж. Этот срок он отбывает одновременно с назначенными ранее 30 годами заключения. Позже Лайонел заявлял о своей невиновности в деле о нападении на доставщика пиццы. Он утверждал, что преступление совершил другой человек. Частный детектив, работавший над делом бесплатно, подтвердил его версию, представив правдоподобную и убедительную версию, включающую результаты тестов ДНК, показания жертвы и другие доказательства. Однако власти эту версию рассматривать не стали. Реакция общественности. Сосед Лайонела, Майкл Пирс, качая головой, сказал: ему был дан огромный шанс. Люди, которые относятся к Лайонелу с сочувствием, утверждают, что всех шансов в мире было недостаточно, чтобы помочь парню, который вышел из тюрьмы и вернулся в свой напичканный наркотиками район на границе Бровар и Майами-Дейд. Если бы у Лайонела было больше поддержки, этого бы не произошло, сказал преподобный Деннис Грант, который несколько лет назад лоббировал в законодательном собрании Флориды интересы Тейта. Но я не говорю, что он не должен брать на себя ответственность. Преподобный Грант и один из членов его церкви, Бобби Дункан, заявили, что пытались поддерживать контакт с Тейтом и его матерью, военнослужащей на пенсии. Мать Тейта предлагала сыну жить с ней, но он отказался. Майкл Бреннан, судебный психолог, назначенный судьей штата для проведения обследования Тейта после убийства в 1999 году, сказал: «У нас был реальный шанс, правильнее было бы оказать этому молодому человеку некоторую помощь». В 1999 году Бреннан по указанию суда обследовал Тейта в течение 2 дней и представил заключение, в котором был сделан вывод, что хотя мальчик не страдал психическим заболеванием или умственной отсталостью, у него был высокий потенциал к насилию, а также неконтролируемое чувство гнева, обида и плохой контроль над импульсами. Подобные характеристики могут говорить о наличии у ребенка психопатических черт. Психопатия – это расстройство, которое может быть официально диагностировано только у взрослого человека, у детей можно выявить лишь отдельные признаки. Психопатией называют расстройство поведения, которое характеризуется отсутствием сопереживания, черствостью, импульсивностью и склонностью к манипуляции.
Это расстройство возникает в результате сложного сочетания генетических факторов, среды, в которой растет человек, и семейных отношений. Психопатические черты у ребенка могут быть вызваны физическим насилием, отсутствием эмоциональной связи с родителями, травлей со стороны сверстников, слабой активностью миндалевидного тела, области мозга, которая отвечает за обработку эмоций. Дети с психопатическими чертами не сопереживают другим, склонны проявлять агрессию и враждебность, безразличны к наказанию, могут часто устраивать истерики, постоянно лгут и жестоко обращаются с животными. Бреннан, работающий в Институте поведенческих наук и права в Форт Лодердейле, после обследования Тейта в 1999 году рекомендовал не отправлять парня в тюрьму, а поместить его в охраняемую психиатрическую больницу и тщательно наблюдать за ним после освобождения. Роль матери. Кэтлин Гроссет Тейт была сотрудником дорожного патруля и находилась в резерве армии США во время убийства Тиффани Юник. С 1999 года, когда у ее сына появились проблемы с законом, и до момента его заключения под стражу после обвинения в ограблении. Поведение женщины, мягко говоря, удивляло наблюдателей за делом, а иногда даже сбивало с толку. Никто не будет спорить с матерью, которая делает все возможное, чтобы защитить своего ребенка, но Кэтлин, по словам очевидцев, принимала одно плохое решение за другим. Так, в вечер, когда она оставила своего сына с дочерью подруги и ушла наверх, она уже знала о проблемах Лайонела с агрессией. Услышав шум из комнаты, где играли дети, женщина поверила крику Лайонела о том, что Тиффани плохо себя ведет, и не стала спускаться, чтобы убедиться, что все в порядке. Вместо этого Кэтлин пригрозила надрать задницу маленькой девочке, если та не прекратит шуметь. Даже когда она звонила в службу 911, уже видев, в каком состоянии находится ребенок, женщина высказала предположение, что у Тиффани просто пищевое отравление. Однако из заключения судебно-медицинской экспертизы очевидно, что тяжелейшие травмы на теле ребенка, такие как раздробленный череп, множество синяков и кровотечения из глаз, рта и ушей, имеют мало общего с симптомами пищевого отравления. Во время первого суда над ее сыном Кэтлин опрометчиво отклонила предложение прокуратуры по сделке о признании вины. Она вместе с адвокатом была уверена, что ее сын будет оправдан присяжными. Ее позиция была четко обозначена в многочисленных выступлениях в средствах массовой информации. После того, как был зачитан обвинительный приговор, Кэтлин посчитала, что решение судьи было ошибкой. Она говорила: «Я ждала, пока судья скажет: извините, я ошибся, он невиновен». На суде по делу о нарушении условно-досрочного освобождения Лайонела его адвокат Дон Уильямс указал на мать подсудимого как на причину многих проблем молодого человека, как в детстве, так уже и во взрослом возрасте. Что я хотел сказать, мисс Тейт, так это то, что сегодня тот день, когда вам стоит прийти домой, посмотреть на себя в зеркало и спросить: «В чем я подвела своего сына?» – сказал Уильямс. Размышления спустя 15 лет. Через 15 лет после суда над Лайонелом Тейтом несколько участников процесса вспоминали это дело и высказались о его влиянии на законы штата и возникших тогда проблемах. Бывший прокурор Падовец сказал: «Я действительно думаю, что если и можно что-то сказать по этому делу, так это то, что оно оказало влияние на всю страну. Оно оказало влияние на все законодательство. Это заставило людей по-настоящему задуматься, что мы делаем, и предоставить альтернативы». Падовец признавал, что система правосудия не была в то время готова рассмотреть дело о жестоком убийстве с участием такого молодого обвиняемого. По мнению бывшего прокурора, эти обстоятельства связали ему руки. «Я старался поступить правильно», — говорил он. Адвокат Лайонела Льюис говорит: «Если я допустил какую-то ошибку в этом деле, так это то, что я стал Лайонелу слишком близок. Вероятно, потому что в его жизни действительно не было отца. Я стал скорее отцом, чем адвокатом. Я не хотел, чтобы он даже на 3 года оставался в тюрьме». Старший судья округа Бровард Джоэл Лазарус сказал, что по сей день сожалеет, что не назначил адвоката, который работал бы напрямую с Тейтом и не провел психологическую оценку до вынесения решения апелляционного суда. Как вы думаете, правильным ли было решение апелляционного суда выпустить Лайонела на свободу? Насколько велика, по-вашему, роль матери Лайонела в том, что он сделал? Почему сам Лайонел не воспользовался предоставленным ему шансом начать новую жизнь? Ведь до этого он 3 года провел в тюрьме, уверенный, что никогда оттуда больше не выйдет. Своим мнением об этом делитесь в комментариях.
Подписывайтесь также на канал, чтобы не пропустить новые материалы, и не забывайте писать, какие истории вы хотите услышать.